Здравствуйте, друзья! Сегодня будет видео про клетчатку. Это компонент питания, о котором знают далеко не все. А те, кто знает, часто употребляют ее неправильно, потому что многие делают одну и ту же ошибку. Они едят клетчатку не в то время. Но для начала я коротко объясню, зачем клетчатка вообще нужна, и что это такое, и сколько ее нужно. Потом скажу, что именно многие делают неправильно. А дальше разберем большое исследование. Там видно, что клетчатка на ужин дает гораздо больше эффекта. И в конце я дам протокол на 7 дней, чтобы вы уже сегодня вечером могли применить это на практике. Для начала, кратко, что же такое клетчатка? Клетчатка – это растительные волокна. По сути, это каркас растительной пищи, который наша пищеварительная система не может расщепить и переварить. Она содержится во всех растениях, в овощах, фруктах, ягодах, орехах, бобовых, в цельнозерновых крупах. Почему же она не переваривается? Потому что у нас нет нужных ферментов, чтобы разрезать эти волокна на простые молекулы и всосать, так же, как всасываются обычные углеводы. Таким образом, клетчатка проходит тонкий кишечник. Это тот отдел, в котором в основном всасываются белки, жиры, углеводы и дальше попадают в толстый кишечник. А толстый кишечник – это место, где живет наша кишечная микрофлора. Микрофлора – это бактерии, которые постоянно живут в кишечнике и влияют на очень-очень много процессов в организме. И теперь, зачем клетчатка вообще нужна? Первое. Она увеличивает объем пищи и дает более стабильную сытость. Простой пример. Одно дело съесть быстрые углеводы, и через час снова хочется есть. И совсем другое дело, когда в этом приеме пищи есть нормальная порция овощей и цельных продуктов, где есть клетчатка. Сытость в таком случае будет держаться намного дольше. Второе. Клетчатка помогает сглаживать реакцию сахара после еды, то есть всасывание идет медленнее, и у многих людей скачки меньше. Третье. Некоторые виды клетчатки могут улучшать липидный профиль, то есть влиять позитивно на холестерин. Например, во всей ячмене есть бета-глюканы, это растворимая гелеобразующая клетчатка. И четвертое, микрофлора. Ферментируемая клетчатка для бактерий – это пища, и от того, чем вы кормите микрофлору, зависит очень многое. Теперь просто про количество. Ориентир для большинства взрослых – это примерно 25-30 граммов клетчатки в сутки. И реальность такая, что большинство людей до этого просто не дотягивают. Но сегодня тема даже не про сколько, потому что есть вторая проблема. Даже те, у кого достаточное количество употребления клетчатки в сутки, есть одна простая ошибка – распределение клетчатки во времени. Смотрите, очень типичная схема. Утром овсянка или хлеб, днем салат, а вечером мясо, рыба, яйца и максимум огурец для вида. То есть вечером клетчатки почти нет. И я вам сейчас дам тест, который занимает 30 секунд. Просто вспомните ваш обычный ужин. Есть ли там два источника клетчатки? Первое – нормальная порция овощей. Второе – плотный источник клетчатки, например, бобовые, цельная крупа, фасоль, чечевица, нут или гречка, перловка, ну что-то цельное. Если на ужин всего этого нет, то вы нашли ту самую главную ошибку. Вы едите клетчатку не в то время. Многие возмутятся, потому что считается, что на ужин углеводы есть нельзя. Посмотрите, набирают вес не от времени суток, а от избытка еды в целом. И еще важнее, важно, какие же это углеводы. Одно дело сладкая выпечка, белый рис и соки, и совсем другое дело овощи, бобовые, цельные крупы, ягоды. Там вместе с углеводами идет клетчатка, и это совсем другая история по сытости и реакции сахара. И когда я говорю клетчатка на ужин, я не говорю паста на ночь. Я говорю, сделайте ужин таким, чтобы там были овощи и какой-то нормальный источник клетчатки. А если вы принципиально на низких углеводах, пожалуйста, овощи, зелень, ягоды, семена, псилиум, клетчатку можно добыть и без тарелки макарон. И дальше будет самое интересное.
Потому что есть большое исследование, где посмотрели не только сколько клетчатки в день, а еще в какое время суток человек ее получает. Это исследование опубликовано в журнале Nutrients в 2022 году. Ссылка будет в описании после этого видео. В чем же заключалось исследование? Взяли данные большой национальной базы США по питанию, и это были люди, которых наблюдали с 2003 до 2014 года. И в итоге получилось больше 31 тысячи человек. Как сделали исследование? Людей подробно опрашивали по схеме, что они ели за последние сутки и что они это делали в течение 2 хотя бы дней. Я понимаю, что сейчас будет первый комментарий. Как можно верить этому, если человек должен вспомнить, что он ел? Смотрите, никто не заставлял людей достоверно вспомнить, что он ел каждый день за год. Такие опросы устроены так, чтобы поймать именно привычки и типичные паттерны. Потому что свои привычки мы в принципе знаем. Кто-то никогда не пьет кофе, кто-то вообще не пьет алкоголь, кто-то не ест яйца, кто-то почти всегда ужинает одинаково. Именно такие вещи и фиксируются. И когда у вас десятки тысяч людей, индивидуальные ошибки сглаживаются. Плюс, если эта мысль пришла вам в голову, то она, естественно, пришла и ученым. Поэтому дальше они учитывают много факторов, которые тоже влияют на смертность. Например, возраст, вес, курение, физическую активность, болезни и так далее. Что дальше с этими данными делали? Их взяли с официальной базы и сравнили с официальной базой смертности с 2015 года. То есть смотрели, кто жив, кто умер и от чего. Какие исходы отслеживали? Смерть от всех причин, смерть от рака, смерть от сердечно-сосудистых причин. И теперь самое важное, они смотрели не сколько клетчатки человек ест за день, а еще и когда, на завтрак, обед или на ужин. И теперь результаты. Совсем простыми словами. Первое. Если смотреть на общее количество клетчатки за сутки, то все ожидаемо. Чем больше клетчатки, тем ниже риск смертности от всех причин и риск смерти от рака. Второе, и это главное в этом ролике. Когда они смотрели, в какое время суток получали люди клетчатку, оказалось, что на завтраке и на обеде четкой связи не нашли, а на ужине нашли. В сравнении было все видно очень четко. У кого клетчатки на ужин было меньше всего, их сравнивали с теми, у кого ее было больше всего. И так вот, у тех, кто ел больше всего клетчатки именно на ужин, риск смерти от всех причин был ниже приблизительно на 20% по сравнению с теми, кто на ужин клетчатку почти не ел. А по смертности от рака связь была еще сильнее, риск был ниже примерно на 40 с лишним процентов. Опять же, по сравнению с теми, кто на ужин клетчатку почти не ел. И еще раз, дело не только в том, сколько клетчатки за день, а в том, когда вы ее едите. Распределение по времени суток реально играет роль. По сердечно-сосудистой смертности именно для ужина в этой работе значимой связи не получили. И еще раз, чтобы не было неправильного понимания, это не значит, что клетчатка на ужин лечит рак, а это значит, что в больших данных связь клетчатки именно вечером с исходами выглядит сильнее, чем утром или днем. И это дает нам простой инструмент, который можно пробовать и применять безопасно и практично. Теперь логичный вопрос. Почему так может быть? Почему именно вечер? Смотрите. Тут есть две понятные причины. Первая – биологические часы. Это то, что ученые называют циркадными ритмами. По-простому, утром и вечером организм реагирует на еду не одинаково. У многих людей вечером пища дольше задерживается в желудке, и подъемы сахара и инсулина на одну и ту же еду часто более выражены именно вечером. Сразу скажу, что для обычного здорового человека это не опасно, и это нормально. Подъем сахара, пик инсулина и потом нормализация. Но у многих людей есть метаболические нарушения, и даже для них это может быть очень важным фактором. И вот тут клетчатка может быть особенно полезна, потому что она замедляет всасывание углеводов, то есть горка сахара после еды,
обычно становится ниже и ровнее. Просто пример. Если вечером съесть просто гарнир, это одно, а вот если же ужин сделать с нормальной порцией овощей, добавить источник клетчатки, это уже другая сытость и другая реакция после еды. Вторая причина – кишечная микрофлора. Микрофлора – это бактерии в кишечнике, и для них клетчатка – еда. Когда бактерии перерабатывают клетчатку, они делают вещества, которые влияют на кишечник и на обмен веществ. И у микрофлоры тоже есть свой режим активности в течение суток. То есть идея такая: когда клетчатка регулярно попадает вечером, это может лучше совпасть с тем, как работает кишечник и микрофлора. И еще раз, чтобы было правильно, это объяснение, почему так может быть. Исследование показало связь, а механизмы – это логичное объяснение, но не доказательство. А теперь давайте к практике. Протокол. Делаем так. Клетчатка на ужин. Смотрите, не надо добавлять клетчатку сверху. Надо просто делать так, чтобы вечером ее было больше, и чтобы ужин перестал быть мясо и огурец для вида. День первый. Посмотрите на ваш обычный ужин и добавьте хотя бы один источник клетчатки. Один. Самое простое – нормальная порция овощей. Если живот чувствительный, берите овощи термически обработанные. Не надо начинать с таза сырого салата. День второй. Третий. Добавьте к тому же источнику овощей в виде салата бобовые или цельнозерновую крупу, чечевицу, нут, фасоль, перловку, гречку. Начните с небольшой порции, спокойно. День четвертый, седьмой. Держите ту же схему. И посмотрите на три вещи. Первое. Насколько вы сыты вечером. Второе. Тянет ли вас на сладкое после ужина. Третье. Кишечник, комфорт, вздутие, стул. Чтобы вообще не думать, я вам подготовила самые хорошие 3 варианта ужина. Первый. Самый быстрый. Замороженные овощи, банка нута или чечевицы, соль, специи, немного растительного масла. Все. Второй простой и недорогой. Гречка или перловка, чечевица и большая порция овощей. Третий, если вы мясоед. Мясо или рыба, пожалуйста. Но рядом должно быть 2 пункта. Овощи и источник клетчатки, бобовые или цельная крупа. И отдельный момент. Если вы ограничиваете углеводы, это не мешает. Клетчатку можно добавить без каши на ночь. Овощи, зелень, ягоды, семена, псилиум, и ужин уже становится другим. Если вам трудно добирать клетчатку из обычной еды, или обстоятельства мешают, или вы просто не можете регулярно есть достаточно овощей, бобовых, цельных продуктов, можно использовать покупную клетчатку. Это нормальный вспомогательный вариант. Просто важно понимать, что такая клетчатка тоже бывает разная, и переносимость у людей отличается. Одному подходит одно, другому другое. Поэтому подбирать лучше индивидуально и начинать с небольших количеств. Это важно. Увеличивать количество постепенно. И еще один момент. Потому что я знаю, что сейчас многие скажут: я пробовал клетчатку, меня раздуло. Смотрите, чаще всего проблема не в клетчатке как таковой. Проблема в том, что человек сделал слишком резкий скачок. Что делать? Первое. Повышайте постепенно. Не надо сегодня 0, а завтра таз салата и банка нута. Второе. Начинайте с термически обработанных овощей. Они обычно переносятся легче, чем сырые. И третье. Бобовые маленькими порциями. И лучше начинать с чечевицы или нута и смотреть реакцию. Четвертое. Если вам нужен самый спокойный вариант, используйте псилиум. Он часто переносится проще, и для многих это хороший мостик, чтобы зайти в тему клетчатки без неприятных ощущений. И еще раз, если у вас вздутие постоянно, боли, нестабильный стул, это отдельная ситуация, там нужно разбираться, и одним роликом это не решается. И теперь коротко подведем итог. Первое. Клетчатка – это растительные волокна, каркас растительной пищи. И это один из самых недооцененных компонентов нашего питания. Второе.
Важно не только сколько клетчатки за день, но еще и когда вы ее едите. В этом исследовании именно клетчатка на ужин была связана с лучшими исходами, чем, допустим, когда вы едите клетчатку утром или днем. Третье. Это значит, что клетчатка очень полезна, но не значит, что она лечит. Но теперь у вас есть простой инструмент, который можно попробовать. Протокол делаем таким образом. Клетчатка на ужин 7 дней и смотрим на сытость вечера и тягу к сладкому. На этом все. Всем хорошего настроения и крепкого здоровья. Пока!